Привет, меня зовут Захар World of Zero, и знаете, я очень сильно хочу добить на своем канале 12 тысяч подписчиков, поэтому я решил разобрать, как спидранить Dead Cells. Ну и по первой причине не забывайте подписываться на канал и ставить ролику лайк. Да, прямо сейчас лайк поставьте и переходим к ролику. А еще можете на мой телеграм подписаться, там всякие прикольные приколы с прикольными приколами. Давайте разберем перед раном, какие категории спидранов есть в принципе. Во-первых, это категории прохождения на любой процент с гличами и без них. Прохождение с чистого файла с самого начала до финальных титров, которые мы будем сегодня разбирать подробнее. Кроме этого, есть спидран с 0 до 5 клеток, они там длятся по часу, некоторые по 2. И последний вариант спидрана — это быстрый забег на 5 клетках. Как я уже сегодня сказал, мы разберем чистый спидран, то есть спидран с самого начала игры. Как я уже сегодня рассказал, мы разберем чистый спидран со свежего сохранения, без рун, без каких-либо открытых предметов. И все спидраны начинаются с чистого запуска новой игры, записывается новое сохранение и сразу начинается забег. Тюремную камеру спидранер пропускает полностью, только забирая свитки и забирая из сундука электрическую плеть, после которой находит еще один свиток, причем прокачка идет сразу в брутальность. И пробегая мимо последних врагов, идем на следующий уровень. Обязательно надо зайти и собрать клетки, потому что они спидранеру еще понадобятся. А кроме этого понадобится чертеж штурмового щита, который прямо сейчас сделать нельзя. И берется сразу мутация комбо, скорее всего только ради того, чтобы взять. И проходим на тропу обреченных. Здесь уже не просто происходит бесполезный пробег по локации, а по дороге некоторых врагов убивают. За счет этого герой бежит быстрее. Ничего кроме зачистки не происходит, лутается еще один свиток и также качается в брутальность. После чего спидранер оказывается в комнате с выбором предмета, где есть жизненно необходимая волчья трапа. И с крыши того же здания можно перепрыгнуть дальше и скипнуть поднятие по лозе, которое мы не сможем произвести без руны. Далее у нас стоит сундук с проклятием, в нем лежит еще один свиток и ловушка, которая в связке с трапой будет наносить основной урон по боссам. По крайней мере, по первому точно. Уровень заканчивается лифтом и сбором клеток за быстрое прохождение уровня. Берется амулет, который бафает урон за счет дополнительного очка брутальности, и начинается жесткий крафт у коллекционера. Создается фласка, после нее создается штурмовой щит, и теперь можно двигаться быстрее, ведь при помощи этого щита можно дашиться вперед. А в мутациях берется поддержка, которая бафает урон, когда герой находится рядом с ловушкой. И вот они, тюремные башни. Спидранер убивает элитку и бежит дальше как можно быстрее, прожимая щит и скидывая кого ни попадя вниз. Не повезло кому-то сегодня. И камнем вниз с крыши дома, и камнем вниз с крыши дома, не звони. Спускаемся в первое подземелье на уровне, и мы уже идем за первым боссом. Только по пути стоит взять мутацию расплата, которая увеличивает урон и снижает получаемый, если мы получаем урон. Ну что, привратник, пора с тобой разобраться. Тактика победы босса достаточно банальна. На пол кидается разрыватель связок, а босс обездвиженный становится очень простой целью, парируя атаки и накидывая на босса баф кровотечения, который наносит ему очень много урона. Заканчиваем его путь, а сами идем дальше. Далее спидранер проверяет амулет на наличие более сильных аффиксов и летит на щите к деревне на сваях, игнорируя любую прокачку. В деревне нам надо найти ключи. При помощи чека общей карты найти нужную комнату становится проще простого. Враги игнорируются, ключ забирается, а дальше идет очень красивый мув. И вместо того, чтобы искать два ключа, можно пройти наверху стены через ловушки. Далее проигнорировать всех врагов и уйти в часовую башню. Надо только не забыть потратить деньги на улучшение меча. Наверху первой башни находится ключ от часовой башни. И спидранер, естественно, забирает по пути только свитки. Игнорируя врагов, летим наверх. Тут можно заметить, что для того, чтобы не заблудиться, спидранер обращается к карте. И оказавшись в лифте наверх, убивает врагов, которые оказались вместе с ним. Очередной уровень позади. По пути надо улучшить ловушку, и нас ждет хранительница времени. Выйти сразу на арену с боссом, спидранер кидает себе ловушку под ноги, чтобы нанести как можно больше урона. И дальше почти все повторяется, кроме этого момента в самом начале сражения. Спидранер специально получает урон, скорее всего для того, чтобы наносить больше урона во время сражения, и вообще не уклоняется от хранительницы. Все равно она уже устала драться, и ей пора. Ну, куда она там собралась? Недоумеваем и берем чертеж скорости света, что очень важно, и без этого чертежа не получится выполнить самый важный скип в игре. Пополняем здоровье у фонтана и отправляемся в Королевский замок. Тут никаких особых скипов не будет, просто цель сделать все как можно быстрее. Заполучив оба ключа, бежим к финальному боссу игры, но по пути можно заметить, что спидранер получил очень много урона и у него остался один хилпоинт, но этого ему хватит, чтобы закончить игру.
Создаем скорость света, выкидываем капкан, скорость света прожимается. Далее необходимо полюбоваться на трупы, но не просто так, а все ради того, чтобы приостановить таймер спидрана и перезарядить способность. Ну что, настало время финального скипа. С боссом мы драться не будем, а встанем к нему спиной и сделаем Hyperspeed глич. Как работает этот глич, сам автор не может ответить точно, поэтому смотрите на скриншот с его комментарием и понимаете это как хотите. Мы вчетвером пытались понять, как это сделать, но сори, парни, мы лохи, играть не умеем. Также я заметил, что этот скип выполняется на нампаде, поскольку наверху не было нажатия по геймпаду, а по королю было нажатие при помощи кнопки нампада. Выполняем скип, и мы оказываемся на короле, с которым остается только быстро взаимодействовать. Смотрим кат-сцену, выбираемся из-под обломков и как можно быстрее залезаем в фонтан. Все, спидран закончен. Данный спидран является сейчас мировым рекордом в категории Fresh File на сайте speedrun.com, а выполнил его спидранер под ником NanoTyrannus за 8 минут 30 секунд внутриигрового времени. Как пишет сам автор под спидраном, на это у него ушло очень много времени и около 10 тысяч попыток. Ссылка на оригинальный забег находится в описании к ролику. Ну а если вы хотите увидеть разборы остальных спидранов, то думаю, все логично. Набирайте много лайков и комментариев, где пишите мы хотим обзор остальных спидранов по Dead Cells, и обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить, естественно. Ставьте лайки на данный видеоролик, можете еще глянуть другие видео на моем канале. Ну а меня зовут Захар World of Zero 2023. Всем удачи и всем пока.